Здравствуйте! Да простит меня мой владыка, то есть YouTube, за ролик о Дандадане. Ибо начинается это аниме крайне провокационно, и я, честно, просто впал в истерику после первого же диалога в этом произведении. Только начал смотреть, я уже понимаю, это великолепная хуйня. Если ты это не смотрел, просто посмотри, я не знаю, меня с первых секунд разорвало. Оно было очень резко, очень прямо, очень смешно. Смешно не потому, что оно такое, а потому, что оно здесь, вот так и в таком контексте. Знакомьтесь, это Момо Аясе, главная героиня сегодняшней истории. А вот ее парень. Правда, после данного обычного разговора школьников в Японии, он станет ей парнем бывшим. Ну еще бы. Да! Ты чё, охренел? Отвали, сука! Абсолютный абсурдный абсурд. Да, ребят, именно это является ключевой чертой Дандадана. Подобный юмор используется во многих произведениях, где-то он более глубокий, где-то более абсурдный, где-то менее примечательный. Главное для авторов таких историях за чередой бесконечного абсурда и смехуёчков не потерять глубину повествования и развития персонажей. Если выдуманный вами человек делает что-то нелогичное, странное и глупое ради юмора, это должно не противоречить его характеру, а лучше и вовсе, чтобы оно улучшало наше понимание героя. Справляется ли со своей абсурдностью Дандадан? Да, почему нет? Когда Момо шутит над потерянными репродуктивными органами своего друга, просит его доказать, что за штанами подростка правда ничего нет, это выглядит тупо, абсурдно, странно, однако вполне вписывается в характер буйной, прямолинейной девушки без границ. Ее вообще вряд ли что-то сможет смутить, и эта черта ее характера запоминается. Кстати, по поводу этого самого друга. Он, так сказать, для девушки без границ отличная пара. Парень без яиц, но об этом пока говорить рановато. Познакомились наши друзья чисто случайно. Момо Аясе после разрыва отношений с тем бугаем, огорченная тем, что не может найти себе парня, похожего на Кена Такакуру, ее любимого актера, бродит по школе и случайно замечает, как в другом классе задирают очередного японского необщительного мягкотелого очкастого парнишу. Момо решает заступиться за пацана, что у нее выходит вполне успешно. Все обидчики тут же теряют свою уверенность, лишь завидев наполненное презрением лицо Аясе. Думаю, вряд ли девушка защитила парнишу ради справедливости или преследуя другие благие цели. Скорее всего, ей просто хотелось развлечься и спровоцировать кого-нибудь на конфликт. Плюс оценить, так сказать, смелость тех, кто издевается над слабыми. Оттого мы и слышим из ее уст слова разочарования в обидчиках, когда она замечает отсутствие какой-либо смелости у них. Хоть бы один нормальный нашелся. Однако Момо, находясь в поисках меди, нашла золото. Тот необщительный парень не стал терять представившуюся ему возможность познакомиться хоть с кем-нибудь. Решил подойти к девушке и любыми способами начать беседу. Оказалось, парень фанат инопланетян, а Момо в то же время верит в духов и призраков, ибо бабушка ее медиум. Очкастый хоть и является не особо общительным, за счет своей одержимости смог спровоцировать собеседницу на спор. Аясе должна будет доказать парнише существование призраков, а тот, в свою очередь, ей существование пришельцев. На том и сошлись они. Момо пошла в предполагаемое место активности инопланетян, а их фанат в логово злого духа. Следя за этими событиями, я думал, что ни пришельцев, ни духов наши герои точно не встретят. Это мне казалось слишком предсказуемым. Мол, пошли они охотиться за призраками и инопланетной жизнью, и тут же их и повстречали. Однако потому я и был удивлен, когда это все-таки случилось. Не ожидал, что автор решит ввести в свой сюжет сразу две разные грани фантастики. Это и показывает всю абсурдность истории. Мало того, что инопланетяне и призраки друг с другом не особо сочетаются, потом выясняется вообще, мол, пришельцы тоже в теме сверхъестественного и частенько дружат с духами. Короче, парниша, имя которого мы все еще не знаем, становится жертвой сильного злого духа под именем Турбобабка, а Момо попадает в лапы инопланетян, которые хотят использовать ее в целях размножения и разнообразия их вида. В общем, все по базе. Тут сделаем паузу. Сквозь весь эпизод идет плавный рассказ об отношениях девушки со своей бабушкой.
Однажды Аясы засмеяли в школе за то, что она верила в духов и духовную силу, проводила странный ритуал по совету бабушки. И в порыве злости девочка нагрубила ей, сказав, что ее ритуал глупый и призраков не существует. Момо очень стыдно за те слова. Она трепетно относится к своей бабушке. Родительская фигура предстает перед нами здесь как ранимая, любящая и добрая старушка. Кажется, что тот случай почти поставил крест на отношениях между внучкой и бабушкой. Стал точкой невозврата, и вскоре нам покажут долгую историю, как родные будут зажато общаться друг с другом, потом плавно восстанавливать общение, пока не простят друг друга за то, что случилось так давно, но оставила огромный след на душе бабушки. А потом нас знакомят с буйной, грубой, курящей как паровоз женщиной, а по совместительству той самой бабушкой Момо, и складывается ощущение, что где-то нас обманули. Только где — непонятно. Ведь все, что говорила Аяса, в целом не противоречит тому, что мы видим впоследствии. Однако восприятие ситуации меняется в корне. Можно просто поаплодировать авторам за очередной интересный разрыв шаблона. Данные типичные отношения родителя и когда-то отвергавшего его ребенка, но потом осознавшего свою неправоту, часто показывают нам в самых разных историях. Однако Дан-Да-Дан привносит сюда свой почерк, свой характер и любовь к нетипичному. Между Аясой и ее бабушкой часто происходят словесные перепалки, таковы их характеры. Они обе грубы, любят поязвить, но все еще наполнены любовью и заботой друг о друге. В общем, как мы понимаем, обидеть такую бабушку у Момо в тот момент, когда она ей нагрубила в детстве, вряд ли получилось. А даже если получилось, то точно не до глубины души и не настолько, чтобы разорвать отношения между родными. Это в кавычках бабушка сама кого хочет обидит. Да и извинения со стороны внучки она принимает быстро и сразу. Великая женщина. Но помимо прекрасных представителей женского пола, у нас сейчас есть дела поважнее. Пришельцы почти изнасиловали Момо, однако в последний момент за ней пришел парниша в обличии турбо-бабки, который все равно не смог ничего сделать против инопланетных сил. Однако, номер 2, Аяса под воздействием психокинеза и при помощи старого ритуала своей бабушки смогла открыть в себе сверхъестественные силы. Ну, с такими способностями девушка с легкостью обезвреживает всех пришельцев на корабле. Это была наша первая, но далеко не последняя встреча с ними. Да и к тому же проблемы на этом не заканчиваются. Проклятие нашего парниши не снимается даже силами Момо. Турбобабка забрала половой орган мальца, и пока его не вернуть, бедолага будет вечно под воздействием злого духа, которого придется сдерживать нашей Аясы. Думаю, вы уже заметили слишком частое упоминание репродуктивной системы главного героя в сегодняшнем аниме. Кому-то это может показаться глупым, неуместным, детским, то есть тем, чем оно и хотело показаться. Дан-Да-Дан специально создает самый тупой контекст вокруг своей истории, чтобы потом удивлять крайне серьезным повествованием и драмой. Нередко, например, герои на контрасте с происходящим на экране абсурдом вываливают собственную душу в разговоре. Просто я всегда мечтал найти друга. Решил, что другой такой возможности может и не быть. И потому отчаянно пытался завести беседу. Но я уже понял. Мы с тобой живем в разных мирах, Аяса. Это показывает, как они, да и многие люди тоже так делают, за юмором пытаются скрыть свою ранимость и отвлечься от собственных травм. Правда, сейчас не об этом. После того, как наши герои падают, находясь в летающей тарелке на землю, у них завязывается диалог. Наш парниша говорит, что он во всем виноват, что сам разберется со своим проклятием, и Аяса не обязана ему помогать. В общем, ноет. Потому что Кен Такакура — это типичный герой-нытик, которых в аниме пруд-пруди. А, кстати, да, здесь же мы узнаем его имя, и показалось вам знакомым оно не просто так. Именно так зовут и главного героя, и того самого любимого актера Момо, от одного имени которого она теряет рассудок. Добавлена эта связь парниши с актером, на которого он, казалось бы, вообще не похож, очевидно, ради потенциального развития любовной линии главных героев. Если сейчас Аяса не может даже просто принять то, что такого размазню могут звать именем ее заочного возлюбленного, то в дальнейшем, думаю, она будет все больше и больше убеждаться в том, что парень напротив нее и является тем самым Кеном Такакурой, которого она так ищет и жаждет. И буквально, и фигурально.
После победы над пришельцами, сдерживая проклятие Кена, наши герои отправляются домой, к Аясе. По пути договариваясь не называть Такакуру его именем, ибо это слишком сильно триггерит девушку. Она придумала ему прозвище, которое в дубляже от Studio Band перевели как Конспирун, что, кстати, является довольно хорошей адаптацией оригинального Окарун от слова оккультизм. На русском языке созвучие тяжело читается, поэтому слово конспирология сюда подошло куда лучше. Вопрос в том, стоило ли вообще адаптировать прозвище, остается открытым, ибо сейчас это не важно. Добравшись до дома Аясы, новые друзья пытаются пройти в дом, но Конспируну не дает это сделать защитная печать, установленная на входе во двор. Момо успешно срывает печать, делая двор менее безопасным, чем обычно. Наши герои заходят в дом. Здесь мы видим то, как авторы аниме умело создали ситуацию, которая тесно физически связывает персонажей и тем самым создает для них общую цель. Момо не может далеко отходить от Кена и обязана всегда держать его в поле зрения, чтобы сдерживать проклятие. Это мешает ей даже переодеться, а когда Такакура захочет в туалет, создастся вообще сильнейший казус. Все это привяжет героев друг к другу сначала физически, чтобы они смогли раскрыться друг другу, сблизиться, а потом создаст ценную для них дружбу. Ну а пока наши друзья пытаются залезть в штаны к Конспируну, на них нападает инопланетянин или злой дух, или и то, и то. В общем, главное, что на наших героев напали благодаря Момо. Она забыла наклеить защищавшую дом печать обратно. В процессе битвы Кен открывает в себе новые силы. Если его подруга будет выборочно сдерживать дух проклятия Турбобабки, сохраняя разум Такакуры, то он сможет пользоваться мощью злого духа в своих целях. Правда, в данной битве это не особо помогает нашим героям, зато в будущем мы еще увидим Кена в действии. Кстати, используя силу Турбобабки, он превращается в пародию Канеки Кена. Это выдает его внешний вид, ну и вычурная депрессивность. А ограничения, накладываемые на использование такой великой силы, обусловленные неподготовленным и слабым физически телом Такакуры, вполне могут отсылать нас к броне Берсерка из произведения Кентаро Миуры, которая давала нечеловеческую силу, но могла лишить рассудка и сдерживала боль Гатса, в то время как он мог сломать себе половину костей, все еще продолжая бой. Правда, платить за подобные выходки ему приходилось долгим восстановлением. Я уверен в этой отсылке на 90%. Победу над врагом в итоге героям приносит смекалка Момо Аясы, которая, пожертвовав своим здоровьем, добивается того, что монстр пробивает дыру в стене, достаточную для того, чтобы затолкать Кена за ворота и наклеить печать, которая сожжет злого духа, находящегося внутри двора, дотла. Не будем брать во внимание то, что почему-то Аяса выдерживает целую серию ударов гигантского чудовища, не умирая быстрой смертью после первого же пропущенного. Ведь битва все равно получилась интересной и раскрыла нам способности обоих героев чуть лучше. Ну все, угроза миновала, подумала Момо, и отключилась. Тем временем Кен Такакура, проклятие которого теперь некому сдерживать, захвачен Турбобабкой и пытается сожрать свою подругу. На помощь приходит бабушка Аясы, медиум и по совместительству та самая великолепная женщина. Она запросто справляется с подавлением проклятия, и когда Момо проснется, Такакура уже будет сидеть в безопасном месте, где злой дух его не побеспокоит, и спокойно ужинать. Девушка извиняется перед своей бабушкой за то, что не верила ей, и потом наши герои начинают готовиться к битве с Турбобабкой за половой орган Кена. Оказывается, силы Аясы сейчас ограничены по сравнению с тем, что было во время их первого пробуждения. Восстановить ту самую мощь можно при помощи тренировок. Да и Конспируну тоже нужно подкачаться перед тем, как драться со злым духом такого уровня. Ибо, к сожалению, Сейка, то есть бабушка Аясы, не может помочь нашим друзьям в битве с Турбобабкой. Злой дух находится на недоступной для ее сил территории. Поэтому Момо и Кен должны будут выманить злодейку из своей части города, а там ее уже с распростертыми объятиями встретит бабушка Аясы. Ну что же, у нас есть время подготовиться. Подумали герои, однако Турбобабка сразу дает о себе знать. Она угрожает нашим друзьям и заставляет их прийти в ее тоннель сегодня же вечером, иначе случится ужасное. Друзья надевают оберегающие наряды и отправляются в путь. Потому как бабушка Момо провожает девочку на битву, можно понять, что она правда любит внучку. И хоть не всегда показывает свои чувства, по-настоящему переживает за нее и ждет положительного исхода столкновения со злым духом. В общем, приходят наши охотники на злых духов к Турбобабке, и, зная, что бабку очень легко взять на слабо, Момо предлагает ей поиграть в догонялки. Договорились на фору для друзей 10 минут и побежали. Правда, злодейка много времени провела в туннеле, где нет ни часов, ни солнечного света. Видимо, забыла, как правильно считать, потому 10 минут, доступные Аясе,
улетели за 10 секунд. Ее схватили, а Кен тем временем напал на бабку самым странным образом и заставил ее вселиться в его тело, тем самым заманив в ловушку, ибо теперь Момо чувствует ауру турбобабки и может подавить ее внутри Конспируна. Наши герои победили, можно подумать. Правда, у злодейки еще есть сильный товарищ за спиной. Злой дух в облике краба. О нем мы уже были предупреждены. Хотя вас я не стал предупреждать, но все равно сильно не удивляемся. Момо и Кен убегают, используя силу турбобабки. Зажаривают краба в сауне, потом на них нападают души умерших под подчинением злых духов. В погоне Аяса случайно отпускает турбобабку. Наши герои успевают запрыгнуть на поезд, ведущий из города как раз туда, где уже наставлена печатей, создающих барьер против злых духов. Сюда же приземляется и наша злодейка, и не сумев спрыгнуть с поезда, сгорает. В огне мы видим души мертвых девушек, улетающих в небытие. Данное зрелище связано с тем, что турбобабка была как бы покровителем душ тех школьниц, которые погибли насильственной смертью, утешала тех, кто не смог упокоиться с миром. Злые духи из этой вселенной не просто зло ради зла, они отражение зла, обид, сожалений когда-то живущих людей. Тем не менее, живые и мертвые сосуществуют в перемирии, и если одна из сторон задевает другую, то та, в свою очередь, имеет право ответить. По сути, наши герои не правы в том, что ликвидировали турбобабку, ибо Такакура первый пришел на территорию злого духа, за что и был проклят. Но, как я понимаю, злая бабушка тоже не самый честный призрак, которого встречала Сейко, поэтому наши герои с ней так обошлись. Ужин, спокойствие, победа. Очередное копание в штанах Такакуры. А после прощание Момо и Кена. Проклятие нашего друга было ликвидировано. Теперь героев ничего не сдерживает, они могут прямо сейчас разойтись и закончить общение. Конспирун это понимает и находится в смятении. Сомневается, захочет ли девушка с ним дружить. Сказав «прощай», в ответ он слышит «До завтра». Мечта Такакуры сбылась. Он нашел друга. Этим и заканчивается первая арка сериала. И если она лишь представила нам героев, дала достаточно интересную битву, заложила начало истории, то следующая заставит рыдать. Правда, начинается она довольно весело. Наши новые друзья все еще не уверены друг в друге. Оба хотят проводить вместе время, однако каждый из них думает, что второй их избегает. Как хочу о пришельцах поговорить. Как я хочу с Аясой поговорить. Разминувшись на перерыве между занятиями в школе, оба уже теряют надежду, но вдруг встречаются, расплываясь в страстном поцелуе. Ладно, про поцелуй я немного загнул, так описали бы историю, наверное, подруги Момо, которые видели произошедшую неловкость. В порыве эмоций от стыдной ситуации наши друзья наговаривают друг другу гадости. Однако даже в их небольшом конфликте можно проследить создавшуюся химию между ними. Они созданы друг для друга! Момо и Кен хорошо смотрятся друг с другом и дополняют друг друга. Такакура застенчив, раним и в состоянии показать свою слабость. А Аяса тем временем достаточно груба, чтобы скрывать свои чувства за обликом безразличия и громкими криками. Герои будут зеркалить друг друга в нужные моменты, тем самым открываясь друг другу. Но ладно, не время разбираться в пустяковом конфликте Момо и Кена, ведь есть дело поважнее. Только вот эти самые дела поважнее встретят нас дома у Аясы, а туда надо еще добраться. В школе Такакура случайно сталкивается с красивой девочкой. Он подумал, что его сейчас обольют грязью, как обычно бывало, или просто проигнорируют, но, к его удивлению, школьница очень мило с ним обходится. Извиняется, делает комплимент, трогает за руку. В общем, делает все, чтобы за пару секунд влюбить в себя мягкотелого школьника, а потом все-таки поливает его грязью, правда, делает это за его спиной. Момо слышит все, что сказала розоволосая о Кене, и решает отомстить железным тазом по голове. После, демонстративно флиртуя с Такакурой, уводит его из школы. Аяса показывает себя здесь как хороший друг. Плюс нам очень быстро раскрывают характер нового персонажа всего одной сценой. Авторы молодцы. А вот Кен точно не молодец, ибо заметил, что его тестикулы не вернулись вместе с победой над турбобабкой только сейчас. Конечно, сначала по традиции мы должны все вместе посмеяться над главным героем, а потом выясняем, что оказывается ликвидированная злодейка перед самой смертью успела засесть в теле Конспируна и скрыла свое присутствие, чтобы однажды вылезти и убить своих врагов. Правда, не продумала она, что малец-то рано или поздно заметит пропажу собственных шаров. Было бы интересно узнать в следующий день, это вообще рано или все-таки поздно для нашего Кена, но суть сейчас не в этом. Хоть турбобабка находилась
находясь в игрушечной кошке, то есть далеко не в выигрышном положении, угрожает нашим героям, мол, только она знает, где находится то, что им нужно, поэтому она пытается ставить свои условия. На самом деле, даже она не в курсе, куда делись тестикулы мальца, ибо их бабка потеряла во время битвы с детишками. Придется теперь друзьям искать эти золотые шарики, окутанные духовной энергией турбобабки. Да, кстати, по поводу духовной энергии. Во время извлечения духа бабки из тела Кена, Момо вытащила только разум духа, оставив всю силу турбобабки внутри парниши. Следовательно, превращаться в Dead Inside наш дружок теперь сможет без помощи Аясы. Это поможет нам в последующей битве, которая состоится уже совсем скоро. А пока, после неудачных поисков золотых яиц, вернемся в школу. На пороге кабинета нас встречает наглый парниша, желающий то ли правда познакомиться через Кена с Аясе, то ли просто поязвить на тему расползающихся о девушке плохих слухах. Но, во-первых, Такакура вдруг резко понимает, что его подруга оказывается женского пола и достаточно привлекательна, а во-вторых, пользуясь силой турбобабки, отгораживает от себя неумелого шутника. Каким бы ни был Кен зажатым и стеснительным, его подсознание и эмоции иногда берут верх над его эмоциональной стабильностью. Кстати, он понемногу начинает воспринимать Аясе как девушку, оттого начинает стесняться и избегать ее. Та же узнает, что Такакура за нее заступался. В общем, авторы плавно укрепляют связь между главными героями. Неважно, во что это выльется, в дружеские или романтические отношения, и те для них будут очень ценны. По поводу ценных вещей, кстати, золото, которое друзья так и не нашли, по предположениям турбобабки, находится где-то в школе. И даже не где-то, а у той самой розоволосой девушки, которую многие зрители возненавидят за первые же 2 сцены с ее участием. Я так добра, что приветствую здешних тупиц с улыбкой. Вера в то, что к ним благосклонна такая красавица, придает им силы жить. Она уже успела распустить слухи о Момо, которая скинула на девушку железный таз, заметить астральные руки Аясы, благодаря контакту с наделенным духовной силой предметом, за что нарекла ее демоницей. И теперь заделалась в экзорцисты, чтобы победить злодейку Момо. С чего Розоволосая решила, что она избрана истреблять демонов, как пришла к выводу о демоническом происхождении Аясы, это все останется для нас веселой загадкой. Тяжело, наверное, этой дамочке жить в реальном мире. Ну а с другой стороны, кому легко? Кто-то придумывает миры, в которые миллионы людей погружаются, уходя от реальности, а кто-то выдумывает детали этой самой реальности, чтобы уходить никуда не пришлось и жить при этом в полной эмоциональной стабильности. В общем, Айра, а именно так зовут розоволосую избранную в кавычках изгоняльщицу демониц, зовет Мому на стрелку и там вместе с подругами обездвиживает ее. Правда, потасовка продолжалась недолго. Злой дух, охотившийся за Айрой и которого до этого она видела в школе, уже тут как тут. Почему-то эта странная покойница думает, что она мамочка розоволосой, клянется ей в любви и хочет навсегда остаться вместе. Конечно, перед этим сожрав свою доченьку, ведь все матери так делают. Типичная история поехавшей женщины со странной маниакальной любовью, подумаете вы, но раскроют нам ее с неожиданной точки зрения. Правда, чуть попозже. А пока начинается битва. Момо со связанными подругами Айры руками не очень умело может управлять своей силой, потому путь к победе затрудняется. В итоге злая дамочка съедает и Конспируна, и Айру, и Аясы, а потом плачет, сожалея о том, что не смогла добиться любви своей девочки. Плакать получилось недолго. Благодаря Манеки Неко, то есть кошке удачи, в обличии которой сейчас предстает перед нами турбобабка, нашим героям улыбнулась удача, и злой дух вместе с Момо сунула себе в пасть еще и свои волосы, которые отлично горят. Благо у Айры была зажигалка в виде креста, использовавшаяся для недавнего экзорцизма. Так наши друзья и лицемерка выбираются наружу. Начинается второй раунд битвы. Впрочем, он заканчивается довольно быстро. С такой огромной силой, как у турбобабки, Кену нужно было нанести всего один удар по злому духу, как балерина улетела в нокаут. Пока прервемся и поговорим о нашей кошке удачи. Турбобабка сейчас является этаким комик-релифом, но, возможно, сюда это определение не сильно подойдет, ибо все персонажи Дан-да-дана в том или ином смысле комедийны. Незачем здесь разряжать обстановку. Потому в первую очередь кошка-бабка — кладезь информации о мире духов, ворчливый помощник и советчик. Бабка могла бы забить на наших персонажей и лежать отдыхать в доме Сейко, но ей нужно, чтобы герои решили свои проблемы, ведь они обещали, что после этого вернут турбобабке силы. Потому кошка помогает героям и в то же время становится все ближе и ближе к ним. Как будто чем дольше бабка рядом с
Момо и Кеном, тем меньше она на них злится. Возможно, в будущем Турбобабка станет полноценным положительным героем, членом, так сказать, странной семейки. Но хватит о положительных героях. Вспомним об отрицательных. Айра не дышит. Кажется, она умирает, ибо ее съел злой дух. Несмотря на то, что тело девушки в хорошем состоянии, ее аура поглощена. Наши друзья пытаются ее спасти, делая искусственное дыхание, подключая астральные руки Аясы к делу, но не выходит. Тогда в злой дамочке, убившей Айру, частично просыпается рассудок. Она предлагает передать девочке свою ауру при помощи сил Момо. Здесь мы видим, что у балерины правда есть какая-то связь с Айрой. Она любит ее, искренне готова пожертвовать собой ради нее. Ладно, решено. Аяса соединяет ауры погибшей девочки и злого духа. Яркий свет. Мы видим девушку, просыпающуюся в любовном отеле. На полке деньги, оставленные ее клиентом. Дальше дождь. Дорога домой, к маленькой девочке, встречающей родную маму с порога. Швабра. Любящая мама учит дочь танцевать. Касса продуктового магазина. Прекрасные туфли. Домашний ужин. Любовный отель. Два хвостика, будущие, возможно, не спавшую целую вечность мать, которая, несмотря ни на что, улыбается своему ребенку. Деньги клиента. Совместная готовка. Фотографии самого дорогого, что только может быть в жизни матери. Зернышки таланта прорастают в маленькой девочке. Первое платье. Танец. Все эти кадры пропитаны словами «У нас все хорошо». Несмотря ни на что, у нас все в порядке. Ничего не давайте нам. Но и, пожалуйста, не отбирайте то, что у нас есть. Маме не важно, на что пойдет она ради счастья своей дочери. Она готова отдать все, что у нее есть, все ее время и все силы, лишь бы ее дочь улыбалась и танцевала, одетая в красивое платье. Но вот приятная музыка и хоть и не совсем красивая, но в каком-то смысле радостная, имеющая надежду история заканчивается. Начинается жестокая реальность. Маму бьют, не щадя и не жалея. За что? Почему они так с мамой? Читается в крике ребенка. Злые люди забирают девочку. Неизвестно куда, но понятно, что место это ей точно не понравится. Одинокая мать, не имеющая в своей жизни ничего, кроме единственной дочки, словно дикий зверь пытается защитить ребенка. Даже израненная и в крови, она продолжает бороться. Только этого недостаточно. Никто не подаст ей руку, никто не знает, на какие жертвы ей пришлось пойти ради дочери, не знает, как сильна она на самом деле, как силен ее дух. Девушка выбегает из квартиры, всхлипывая, рыдая, пытается найти ребенка. То, насколько круто представлена нам эта сцена, это сильно. Благодаря кадрам от первого лица нас заставили испытать на своей шкуре то, как видела мир мать в тот момент. Вокруг нет ничего, только единственная уезжающая в неизвестность машина. После осознания того, что сейчас произошло, девушка приходит на крышу какого-то здания, наполненная отчаянием, исполняет свой последний танец и совершает ужасное. То, о чем лучше не говорить на ютубе. Да и зачем что-то говорить, если аниме показывает этот момент отчаяния очень красиво и тем временем завуалировано. Слова здесь излишни. После смерти девушка бесконечно блуждала по миру в поисках чего-то, что потеряла. Она не помнит, что именно, но точно знает, насколько дорого ей было это. И вдруг случайно ее замечает девочка, наша розоволосая Айра Сиратори. Малютка обозналась, приняв дух балерины за маму. Видимо, девочка в детстве могла видеть или чувствовать духов. Из-за пробелов в памяти и огромной проблемы с психикой после всего случившегося, девушка придумывает, что она была мамой Айры, становится буквально одержима этой идеей и превращается в злого духа, имя которого перевели как «пляшущий шелк». Следующие 10 лет балерина преследует Айру, ожидая, когда девочка сможет ее увидеть и назвать мамой. Не нашедшая упокой женщина просто хотела бы еще один раз заиметь дочь, которую у нее нагло отобрали, словно вырвав из груди сердце. Сиратори и Момо видят всю эту историю благодаря слиянию аур, и Айра решает исполнить последнее желание дамы. Простое желание быть мамой. Девушка помогает душе балерины упокоиться с миром. Она достойна этого. Айра от лица маленькой девочки говорит очень важные и пробирающие до слез слова. Мамочка, я люблю
люблю тебя. Я была счастливее всех во вселенной. Хоть эта героиня показала нам себя как не самого достойного человека, но здесь и сейчас она сделала очень правильную вещь. Меня не было здесь долго, но лишь один этот эпизод стоил возвращения. Следующие арки тоже имеют в себе много интересного. Например, то, как в битве с пришельцами авторы филигранно создают напряжение и саспенс на пустом месте, просто из-за того, что главный герой голый и стесняется окружающих его девушек, поэтому не может нормально сражаться. Это просто великолепно. Хотите разбор оставшейся истории? Дайте знать. Также напишите вообще, стоит ли читать мангу или можно остановиться на аниме. Подписывайтесь на телеграм-канал, на сам YouTube, музыку мою послушайте. Напишите, плакали ли вы, смотря концовку арки пляшущего шелка или нет. В общем, жду вас в комментариях и везде. Заявите о себе. Мне еще есть что сказать, но как-нибудь потом.